солнечная, яркая, такая насыщенная и невероятно полезная. Готовлю необычную квашеную капусту, которую я очень люблю. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Это квашеная капуста, мой способ приготовить ее по-новому, когда традиционная приедается. Благодаря куркуме она становится не только яркой по цвету, а еще и становится еще более полезным продуктом. Так мы получаем не только очень вкусное блюдо, а еще и полезные пробиотики, противовоспалительный эффект благодаря куркуме, а немного имбиря и острого перца придадут игривость вкусу. Список ингредиентов сейчас расположен на экране, а также я продублировала его в описании под роликом. Не стоит опасаться остроты из-за перца. За время брожения она станет очень мягкой и приятно согревающей. Отличное дополнение к насыщенным по вкусу блюдам. С кочана снимаю один листок и сохраняю его. Далее нужно капусту нашинковать. Можно сделать это вручную при помощи терки мандолины или при помощи кухонного комбайна, если такой есть. У меня как раз есть, поэтому процесс идет очень быстро. Нарезаю капусту удобными кусочками, которые поместятся в соответствующее отверстие комбайна. Устанавливаю терку, шинкую. Перекладываю капусту в большую миску. Очищаю и нарезаю соломкой корешок имбиря. К капусте отправляю острый перец, соль и нарезанный имбирь. Всыпаю куркуму. Теперь важная часть. Ищу дома перчатки и надеваю, иначе какое-то время придется побыть желтокожей, так как куркума очень сильно окрашивает. Перемешиваю капусту со специями и начинаю интенсивно давить ее. Тщательно, сильно, нужно добиться, чтобы она уменьшилась в объеме и начала выделять сок. Если плохо помять капусту, ферментация может идти вяло и долго. Вот так выглядит моя капуста после того, как я ее помяла. Теперь перекладываю капусту в банку, хорошенько ее утрамбовывая. Моя капуста заняла литровую банку и осталось еще пару сантиметров до верха. Прижимаю ломтики, чтобы они были покрыты соком. А теперь сверху укладываю отложенный в самом начале цельный лист капусты. Он будет помогать находиться самим ломтиком в соке и не заветриваться. Банку ставлю в небольшую тарелку и оставляю при комнатной температуре. Пока верхний слой еще очень упругий, он может вздыматься, и чтобы придавить его, я делаю следующее. Наливаю в крепкий пакет немного воды и укладываю его в банку. Этот небольшой вес поможет листу не подниматься в первые дни, а когда процесс брожения пойдет и верхний слой станет не таким жестким, его можно будет убрать. В зависимости от конкретно ваших условий, от температуры в помещении, брожение может занять дней 5, неделю, плюс-минус пару дней. Когда начнут появляться пузыри в толще капусты, раз в день выпускайте их, придавливая капусту вилкой. Если из банки выйдет сок, влейте его обратно в банку во время очередного выпускания газа из капусты. Когда капуста перестанет очень сильно пениться, появится яркий аромат квашеной капусты, а на вкус она станет приятно кислой, капуста готова. Если этот ролик вам понравился, ставьте палец вверх. Если тоже ищете разнообразие в привычных блюдах, напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».